Кала была создана в 1961 году и была адаптацией первой, более экзотической настольной игры, нежели шахматы и шашки. Эта настольная игра является частью семейства игр Манкала. Как гласит легенда, игра зародилась в Африке, в одиноком оазисе, где два погонщика остановились напоить верблюдов. Они взяли горсть зерна, выкопали ряды лунок и начали проигрывать своих верблюдов. Игра ведется одним игроком против искусственного интеллекта противника. У каждого игрока есть 6 круглых ямы кала, которая является более длинной ямой. При старте 3 камня равномерно распределяются по круглым ямкам. Цель игры состоит в том, чтобы собрать более половины камней в калах игрока. В каждом раунде игрок берет все камни из одной ямы и распределяет их против часовой стрелки с одним камешком в каждой яме. Если последний камень попадает в собственную калу игрока, он должен сделать еще один ход. Если последний камень заканчивается в яме на стороне игрока, а яма на другой стороне пуста, все камни в этой яме будут захвачены. Игра останавливается, если игрок не может сделать больше ходов, и противник затем получает возможность подсчитать свои оставшиеся камни до своей общей суммы, или когда у одного игрока есть более половины камней. В то время как в игру можно играть с двумя игроками, один или оба также могут быть заменены компьютером. Когда игрок находится на повороте, пробел можно нажать, чтобы позволить компьютеру сделать ход. Состояние игры отображается на ЭЛТ или распечатывается на телетайпном принтере. Когда игра заканчивается, компьютер объявляет, кто из игроков выиграл и каков был окончательный счет. Если всегда хотите выигрывать в подобные игры, то лайкайте, комментируйте, репостите.